Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 15 января, понедельник, новая рабочая неделя. И вы знаете, сегодня достаточно плодотворный, изобильный и, можно сказать, даже денежный день. Поэтому обязательно в этот день, 15 января, проведите одну простую практику. Обязательно помойте входную дверь. Не можете помыть входную дверь, хотя бы возьмите влажную тряпочку, протрите входную дверь с внешней и с внутренней стороны. Обязательно скажите определенные магические слова. Это поможет вам привлечь изобилие, достаток и благополучие. Давайте с вами, друзья, далее разбираться, что же нам сегодня стоит делать, на какие моменты и события обязательно стоит обратить внимание. Обращаем ваше внимание, что по лунному календарю сегодня у нас с вами 4 и 5 лунные сутки. Растущая луна в знаке зодиака Рыбы. Давайте просмотрим, что же нас с вами ждет сегодня и как стоит провести этот день. Итак, друзья, сегодня 15 января, понедельник, новая рабочая неделя и, наверное, первый рабочий день, вот настоящий рабочий день этого 2024 года. И вы знаете, этот день обещает принести особенно благоприятные энергии, которые помогут развивать творчество ваше, интуицию и гармонию в вашей жизни. Сегодня в этот день мы рекомендуем вам настроиться только на позитивный лад и воспользоваться только энергией, которая привлечет изобилие, достаток и благополучие. Постарайтесь сегодня прописать свои планы, уделить внимание своим мечтам, целям. Также подумайте о том, чего вы хотите достичь в своей жизни, не только в данный момент, но и, например, как вы хотите видеть себя через год. Это очень важно, потому что когда вы умеете в своей голове планировать, писать, мыслить, думать, то и ваша жизнь также самая меняется. Ну, а Луна у нас сегодня с вами, друзья, в знаке зодиака Рыбы. Это знак творчества и восприимчивость к эмоциям. И вы знаете, этот день будет достаточно благоприятен для любого рода творческой работы. Поэтому раскрывайте свой потенциал и стремитесь только к новым высотам. Также это день, когда наши чувства и наша интуиция играют особенно важную роль. Поэтому слушайте свой внутренний голос, доверьтесь своему предчувствию и используйте это в своих решениях. Дело в том, что, возможно, вот именно этот день, сегодня, 15 января, вы найдете ключевые ответы на давно мучающие вас вопросы или просто получите ясность на те или иные вопросы, которые долго вас будоражили. Также обращаем ваше внимание, что сегодняшний день открывает перед нами множество возможностей для саморазвития, для творчества и гармонии. Поэтому воспользуйтесь этим днем в максимальной мере, следуя своей интуиции, и дайте возможность энергиям прийти в вашу жизнь. В то же время обращаем ваше внимание, что сегодня предпочтительно завершить уже начатые дела и не браться за новые проекты. Партнеры, руководители, коллеги сегодня не особенно будут склонны к компромиссам, поэтому будьте внимательны и, кстати, будьте сегодня очень осторожны и внимательны по отношению к своим вещам, имуществу. Почему? Потому что может так, что вас могут сегодня обокрасть, к сожалению, или произойти кража или потеря, поэтому будьте начеку. Кроме того, сегодня лучше не заниматься какими-то крупными финансовыми делами, а перенести их решение на другое время. С другой стороны, если вы планируете сегодня отдавать долги, погашать кредиты, это очень день благоприятный, и со временем это вам даже может привнести выгоду в вашу жизнь. Обращаем ваше внимание, что растущая луна в знаке зодиака Рыбы наделяет этот день особыми энергиями и вибрациями и оказывает значительное воздействие на наше физическое и эмоциональное состояние. Поэтому сегодня луна очень мощно влияет на наше здоровье.
Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня нужно уделять внимание укреплению общего состояния здоровья. Дело в том, что сегодня наши клетки будут активно обновляться, что будет способствовать заживлению ран, восстановлению нервной системы, повышению иммунитета. Кроме того, сама и растущая Луна в знаке зодиака Рыбы будет иметь положительное влияние на наш эмоциональный фон, способствуя балансу и гармонии внутри нас. Конечно же, обязательно в этот день используйте положительные энергии растущей Луны и уделяйте внимание своему физическому состоянию. Рекомендуем сегодня вам уделить внимание укреплению иммунной системы. Как вариант, займитесь физическими упражнениями и старайтесь питаться правильно. Кроме того, сегодня полезно заняться медитацией или практикой йоги, чтобы спокойно отдохнуть и настроиться на позитивную волну. Что же касательно стрижки волос на этот день, 15 января, то, вы знаете, стрижка волос приобретает особое влияние, потому что именно в этот день она отражает энергию растущей Луны и даже, возможно, будет символизировать начало новой главы вашей жизни. Дело в том, что сегодня у нас с вами Луна в знаке зодиака Рыба, а этот водный символ, знак зодиака, наполняет атмосферу таинственностью, интуицией и приглашает нас погрузиться в свое внутреннее «я», исследуя глубины своей души. Поэтому сегодня хороший день, чтобы преобразовать свою внешность. И, кроме того, стрижка волос – этот день поможет вам обрести гармонию с окружающим миром и, возможно, находить новые пути самовыражения. Вы знаете, сегодня 15 января, это денежный день, это особый день, когда правильный выбор цветов в одежде поможет привлечь к вам изобилие, богатство и благополучие. Итак, какие же цвета в этот день рекомендуем обратить внимание и стараться носить? Первое – это синий. Друзья, синий цвет – это цвет стабильности и уверенности. Именно этот цвет сегодня, 15 января, будет притягивать мир, спокойствие, а также благоприятно влиять и на ваши финансовые дела. Также обращаем ваше внимание, если вы сегодня в этот день будете носить синюю одежду, это поможет вам принести в жизнь достаток и процветание. Следующий какой цвет, который сегодня очень важен для нас, это зеленый. Дело в том, что это цвет природы и роста. Именно зеленый цвет ассоциируется с богатством и успехом. Зеленая одежда будет способствовать притоку финансовых возможностей и привлечению денежных средств. Далее желтый цвет. Друзья, желтый это цвет радости и оптимизма. Он придает жизнь светлым и радостным ноткам, а также обладает способностью активизировать финансовые потоки. Желтая одежда поможет вам создать позитивную ауру и привлечь деньги в вашу жизнь. Далее сегодня уместным будет цвет красный, потому что красный в этот день – это символ силы и энергии. Он будет активировать жизненные силы и способствовать привлечению ценных возможностей. Красная одежда обязательно поднимет вам настроение и привлечет богатство в вашу жизнь. И последний цвет, который мы рекомендуем вам сегодня надеть, это фиолетовый. Это цвет роскоши, рассудительности. Он поможет наладить финансовое благополучие и привлечь даже полезные связи. Очень хорошо сегодня носить фиолетовую одежду, чтобы привлечь удачу и создать благоприятные условия для развития финансовых сфер. Поэтому выберите тот цвет одежды, который у вас откликается, и постарайтесь надеть. Если у вас по какой-то причине нет такого цвета одежды, тогда на запястье левой руки завяжите ниточку именно в таком цвете. Далее теперь давайте посмотрим, что же нам карты Таро говорят на этот день, 15 января. Итак, друзья, мы взяли 3 карты. Давайте посмотрим, что же нам на этот день они обещают. Итак, первая карта это колесо фортуны. Она говорит нам о том, что наступает в нашей жизни у каждого человека период изменений и каких-то определенных изменений именно в жизни. И это может быть даже по
поворотный момент, когда вы сможете изменить свою судьбу и направление вашего развития. Кроме того, сегодня вам неожиданно может приходить радость, какие-то успехи, какие-то хорошие новости. И знаете, что все ваши решения и действия имеют влияние на эти изменения. Следующая карта, которая выпала у нас сегодня с вами 15 января, это королева мечей. Она символизирует у нас с вами интеллект и смелость. Поэтому здесь вам важно использовать ваши интеллектуальные способности, логику, чтобы принять разумные решения в этот период перемен. Королева мечей также нам говорит о важности уверенности в себе и неуклонности в достижении ваших целей. Ну и последняя карта – это у нас с вами звезда. Это знак хороших перспектив и надежды на стабильность. Звезда указывает на то, что все наши желания и мечты могут осуществиться в какой-то определенный момент. И здесь именно эта карта, она говорит нам о том, что приходит в нашу жизнь ясность, баланс, которые помогут нам процветать и двигаться вперед только с оптимизмом. Если мы эти три карты просмотрим как единый сюжет, то мы увидим, что эти карты говорят нам на перемены в жизни человека, при этом каждого человека. Но при этом вы должны быть уверенными в себе и использовать свои способности, навыки, опыт для достижения успеха. Также эти карты, если мы соединяем их воедино, они говорят нам о том, что жизнь ваша будет наполнена яркими перспективами и исполнением ваших самых заветных желаний. Теперь давайте посмотрим, а что же нам говорит Архангел Михаил на 15 января. Что он нам, какой дает совет, дает подсказки. Вы знаете, сегодня важно помнить и понимать, что каждый человек сегодня должен быть настроен на перемены. Для кого-то это перемены, это могут быть испытания, потому что любые действия, которые происходят не так, как мы привыкли, это для некоторых людей это уже болезненно и тяжело. Но ваша задача принять эти перемены и двигаться. Поэтому очень важно, чтобы вы оставались в сознательном понимании того, что происходит вокруг вас. Вам может в какой-то момент даже показаться, что все у вас находится в какой-то хаотичности, безнадежности. Но помните о том, что вы есть, и когда вы думаете, когда вы мыслите, анализируете, то у вас все получается. Кроме того, помните всегда о том, что высшие силы, Архангел Михаил, они поддерживают вас и направляют вас на истинный путь. И, конечно же, здесь очень важно, чтобы вы укрепляли связь со своим ангелом-хранителем, чтобы вы укрепляли связь с высшими силами. И вы знаете, если вы верите в то, что вы можете преодолеть любые трудности, любые препятствия, то это действительно все и произойдет. Кроме того, вы должны понимать и то, что каждый человек, перед каждым человеком возникают постоянно какие-то вопросы, какие-то жизненные ситуации, проблемы. И вы должны понимать и то, что это у каждого, знаете, как крест, у каждого несет сам свой крест. И ваша задача, чтобы у вас внутри было горело пламя света и любви. И тогда вас ничто не может огорчить, вас ничто не сможет изменить те или иные моменты вашей жизни. Помните о том, что многие вещи зависит только от вас самих. Высшие силы вам подсказывают, высшие силы вас направляют, но очень важно, чтобы вы извлекали уроки, которые появляются в вашей жизни, и продолжаете, конечно же, двигаться вперед, становясь только сильнее и мудрее. Без мудрости, без терпения, к сожалению, в нашем материальном мире никуда. Также, девочки и мальчики, обращаем ваше внимание, что мы молитву вам предлагаем, которую нужно именно сегодня прочитать 15 января. Она будет в описании к этому видео. В любой момент вы ее можете прочитать. И, друзья, именно сегодня в этот день, денежный день, очень важно помыть входную дверь. Если у вас нет времени ее мыть, то хотя бы возьмите влажную тряпочку и протрите. Когда вы будете протирать, то обязательно в этот момент представляйте, как вы привлекаете достаток, изобилие, удачу.
подумайте о том, как вы имеете те или иные мечты и желания, которые реализуются. И, друзья, далее скажите следующие слова. Вода водится, святая заговоренная, зло отведи, благо призови, тьму разгони, а наш дом счастьем наполни. Пусть все, кто живут в этом доме, печали и болезни не знают. Аминь. И после этого вы можете, то есть, знаете, после того, как вы сказали эти магические слова, вы можете уже перестать заниматься. Главное, чтобы вы успели помыть входную или протереть входную дверь. Таким образом, вы действительно сонастроитесь с энергиями Вселенной и поможете привлечь вот те мыслимые и немыслимые блага, которые вам нужны в жизни. Эту практику вы с ней можете делать в любое время, она не привязана ни ко времени, ни к чему другому. Обращаем на это ваше внимание. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. В комментариях обязательно напишите: «Я привлекаю изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь». Кто спрашивал касательно донатов, поддержки нашей команды и нашего канала, друзья, в описании есть ссылка на донат, и вы можете, конечно же, перейти. Она так и называется. Благодарность можно выразить по ссылке. Слово «донат» написано и ссылка на сайт доната, и вы можете осуществить любую сумму, которую вы считаете важным и нужным. А те, кто нам помогает, мы очень вас благодарим, и вы знаете, какие мы вам дарим плюшки. Интересные астрологические прогнозы, гороскопы, а также делаем расклад на картах Таро. Также, друзья, прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.